Новинка от компании Huawei, которая имеет время автономной работы до 14 суток, новейшую технологию TrueSyn 5.5 для мониторинга показателей здоровья, новый стильный восьмиугольный дизайн, большой выбор расцветок, AMOLED-экран на 1,43 дюйма, удобный контроль веса, анализ пульсовой волны и аритмии, функцию Bluetooth-звонков, новый двухдиапазонный GNSS датчик, и это только малая часть того, что из себя представляют часы под названием Huawei Watch 4. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в черной упаковке из плотного картона, как всегда у Huawei все прям премиальненько. На ней есть название и изображение модели, а также, разумеется, краткие характеристики. Пакинг отличный, все упаковано максимально надежно. В комплекте у нас здесь сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и зарядное устройство без пинов. Но Cradle несъемный. Опять Huawei делают ту же ошибку, потому что мы привыкли к тому, что они могут делать. Съемные Cradle, тебе надо только Cradle с собой брать, потому что Type-C-шник у тебя всегда под рукой. Ну да ладно, может быть про это они вспомнят рано или поздно. Весит Huawei Watch GT 4 70 граммов, а габариты составляют 47 на 54 на 13 мм. Ремешок быстросъемный на 22 мм. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться, кстати, на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, там вы можете написать по тех своему заданию, что вам надо, и 15 тысяч пользователей вам посоветуют. И мой личный телеграм-канал, где я общаюсь 24/7 со всеми своими подписчиками по поводу всех железок и новостей из мира технологий. Никакой политики. Перейдем же к очередным часам от Huawei. Полетели. В продаже имеется зеленая, серая, коричневая и черная расцветка данной модели. Ко всему есть женский вариант в белой, серой и золотой расцветке. Также мужской вариант только на 46 мм, а женский на 41 мм. Выглядит Huawei Watch GT 4, как по мне, стильно, особенно в зеленой расцветке. В дизайне GT 4 можно заметить детали, которые мы уже встречали в прошлых моделях этой компании. И отдельно отмечу, как интересно оформили деление секунд и часов. А также то, что теперь это не просто круглые смарт-часы, они имеют восьмиугольный форм-фактор. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а остальные части, скорее всего, глянцевый пластик. Большая часть корпуса матовая, но есть некоторые глянцевые части, которые, к слову, марки, но я не сказал бы, что отпечатки пальцев сильно заметны на корпусе. Царапины и потертости за время моего использования не появлялись. Ремешок выполнен из силикона с плетеной, хорошо прошитой вставкой. В целом, качество ремешка отличное, выглядит он круто. Запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Крепление ремешка стандартное, как и металлическая застежка с надписью Huawei. Охват запястья от 140 до 210 мм. Далее, на корпусе расположили область для зарядки. К слову, смарт-часы можно заряжать не только от своего родного зарядного устройства, но и от любой беспроводной зарядки стандарта Qi, и даже от смартфона, используя реверсивную зарядку. Далее есть датчики мониторинга здоровья, из датчиков на борту акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, оптический датчик сердечного ритма, датчик температуры кожи и барометр. Основной мониторинг показателей здоровья такой же корректный, как и у большинства смарт-часов от компании Huawei. Пульс может работать как в перманентном режиме, так и в умном для экономии заряда аккумулятора. Измерение кислорода в крови, температуры кожи, мониторинг сна и уровня стресса работает перманентно. Пульс и SPO2 у воздуха часы не измеряют. Сон мониторят отлично, как и все фазы сна и быстрый сон. Ко всему есть мониторинг дыхания во время сна. Насчет отслеживания дыхания во время сна сказать точно, работает ли эта технология, я не могу, но считаю, что лишней эта функция точно не является. На самих часах, как и в приложении, можно посмотреть подробные графики мониторинга здоровья, что очень даже удобно. Но вот настроить измерение показателей здоровья можно только через приложение. Также есть анализ пульсовой волны и аритмии, и вот уже на результаты, полученные в результате этого анализа, я бы не опирался. По поводу измерения температуры кожи, я думаю, много рассказывать не стоит, но напомню, что измерение не температуры тела, а именно температуры кожи. Все же помнят, для чего это. Помимо уже перечисленного есть напоминание об активности, дыхательные тренировки, healthy living для развития здоровых привычек, измерение атмосферного давления, измерение высоты, приложение для дефицита калорий в организме, которое работает в паре с приложением активность. К слову, очень удобная система для поддержания своего веса. Или сброса веса. Или набора. Далее, на борту также есть довольно громкий динамик с качественным звучанием, микрофон и две механические кнопки. Верхняя кнопка колесика предназначена для включения экрана, для перехода к меню. Зажатием можно перейти во вкладку с перезагрузкой и выключением устройства. И плюс за то, что двойным нажатием на эту кнопку можно перейти к недавно открытым приложениям. Значит, многозадачность на борту. Ко всему реализована она хорошо. Кнопка колесика имеет функцию прокрутки, перемещаться по интерфейсу
работу, используя данную функцию, удобно, и прокрутка сопровождается приятной вибрацией. Нижняя кнопка в стоке отвечает за переход к тренировкам. Переназначить команду на нижнюю кнопку можно, а на верхней кнопке переназначить команду пока нельзя, и скорее всего так и будет. С фронтальной части здесь находится AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с разрешением экрана стандартным 466 на 466 пикселей. Даже у топовых часов от Huawei она плюс-минус такая же. Плотность пикселей 326 ppi, экран не утоплен, рамки небольшие, как и сам безель. Олеофобное покрытие отличное. Samsung, учитесь. Интерфейс доступен на русском языке с полноценным переводом и хорошим шрифтом. Скроллинг плавный, интерфейс работает шустро, подлагиваний в системе за время моего использования я не встречал. Автояркость на борту, работает она корректно, яркости при прямом попадании света на экран достаточно, но хотелось бы иметь запас яркости. Спящий режим максимум 20 секунд или авторежим. Постоянно включенный экран можно настроить до 20 минут, а также Always On Display. Стиль AODA зависит от циферблата, в стоке на самих часах есть кастомные циферблаты, а в магазине с циферблатами их там более чем достаточно. К примеру, есть динамические, пользовательские, кликабельные, наши любимые, через которые можно к приложениям переходить, и любое фото поставить на заставку, разумеется, можно. В принципе, как и в часах за $30. Отмечу, что у каждого циферблата есть уровень энергопотребления, что тоже полезно. При поднятии запястья экран загорается моментально, также можно выставить, что именно будет загораться. Always On Display или главный экран с циферблатом. Удобно также, что теперь можно включить или выключить статус задач, к примеру, при работе таймера в фоновом режиме на главном экране с циферблатами в верхней части экрана у вас будет отображаться иконка таймера, на которую можно нажать и перейти к таймеру. Фонарик поддерживает несколько цветов, а также можно включить режим мерцания. Плюс есть два стиля отображения меню. Накрытие ладонью для выключения экрана на борту, как и нажатие на экран для пробуждения. В настройках можно найти персонализацию карточек, включение пин-кода, настройку уведомлений, обновление прошивки, настройку вибрации, настройку громкости звукового сигнала и озвучивание тренировки, включение режима «Не беспокоить» и не только, но об этом всем позже. По свайпам с главного экрана все стандартно. Сверху вниз панель быстрого доступа, в которой есть заряд смарт-часов в процентах, различные режимы, блокировка смарт-часов, функция продувки динамикой и подобное. Как вы понимаете, у всех Huawei меню плюс-минус одинаковое в топовом сегменте. Снизу вверх уведомления, слева направо погода с плеером, а справа налево виджеты. Настроить виджеты можно, как я уже говорил, а также можно сортировать меню прямо через смарт-часы. В меню, кроме уже перечисленного, есть погода с подробным прогнозом, Metal Maps, компас, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, а также можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенные к часам Bluetooth аудиоустройства. Поиск телефона, будильник, который можно настроить прямо на смарт-часах, календарь, индекс бега, записи тренировок, активность, секундомер и таймер с возможностью работать в фоновом режиме. Телефонная книга и последние вызовы, контакты можно добавлять через приложение. В приложении на смартфоне есть App Gallery, приложений в нем не особо много, но есть калькулятор, мини-игры, радионавигаторы, приложение для удаленной фотосъемки. Конечно же, для этого на смартфоне тоже нужно установить данное приложение. Летим дальше. Операционная система Harmony OS версия Bluetooth 5.2. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники и даже нагрудный датчик. Датчик скорости, каденса или датчик мощности. NFC-модуль на борту. В приложении есть список поддерживаемых банков. Из российских это Газпромбанк, Россельхозбанк и Беларусьбанк. Но, во всяком случае, поддерживается. Хотя народ уже пишет, что начала отваливаться возможность оплаты, что на Huawei, что на Samsung после последних обновлений. Тренировок на борту более 100 видов. Huawei Watch GT4 умеют отслеживать плавание, автоопределять активность с поддержкой автоопределения ходьбы, бега, эллипса и гребного тренажера. В настройках тренировок есть множество полезных вспомогательных функций. Вдобавок есть курсы, планы для тренировок, метроном, бег с АИ, интервальные тренировки, сплиты и подобные штуковины. Смарт-часы местоположения определяют до 10 секунд, иногда быстрее. Карты строят с небольшим отклонением в маршруте, но в целом погрешность допустимой норме. Загружать маршрут на смарт-часы можно, также есть обратный маршрут и возврат по прямой. Во время тренировки можно использовать музыкальный плеер и не только. Ко всему, тренировка может работать в фоновом режиме. Далее поддерживается функция Bluetooth вызовы. При входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим или отвечать на них. Вдобавок есть быстрые ответы, которые можно настроить под себя или создать свои быстрые ответы. Уведомления приходят моментально. Отвечать на них можно как смайлами, так и заготовками, но полноценной клавиатуры я пока не нашел. Иконки приложений и смайлики отображаются, за что плюс. Летим дальше. Емкость аккумулятора не указана, но по неофициальным данным аккумулятор стоит на 524 мАч. Полный цикл зарядки смарт-часов занимает в среднем 1 час. Со всем мониторингом здоровья, кроме, конечно же, мониторинга уровня стресса, но без Always On Display в стандартном режиме использования с автояркостью они прожили у меня 5 суток, что является великолепным результатом. Huawei Watch GT4 имеют класс защиты
защиты 5 атмосфер. Конечно, купаться в них можно, воды они не боятся, но не соленой воды, а также не советую, повторяюсь, любые перепады температур. Смарт-часы совместимы с Android и iOS устройствами, приложение Huawei «Здоровье». В приложении есть 5 вкладок, основные — это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья, вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, далее есть настройка мониторинга здоровья, вкладка, через которую можно загружать музыку, анализ пульсовой волны, аритмии, App Gallery, настройка уведомлений, поиск устройства, будильник, погода, добавление контактов и редактирование быстрых ответов. Также есть возможность включить рабочую функцию, при которой приходит уведомление об отключении Bluetooth, обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы: нет возможности настроить мониторинг здоровья прямо через смарт-часы, бесполезный в каком-то плане NFC-модуль, нет возможности завести eSIM, нет клавиатуры, несъемный Cradle. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, притом, разумеется, она меняется обычно в меньшую сторону, если курс не взлетает. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Взаимопомощи и мой личный телеграм-канал, повторяюсь, там всегда много полезного, если вам такой контент заходит. Резюмирую. Умные часы Huawei Watch GT 4. Дорогие смарт-часы, но, как по мне, учитывая хорошее время автономной работы, обширный функционал, большое количество настроек для тренировок, новый двухдиапазонный GNSS датчик, функцию Bluetooth вызовов, корректную работу системы, приятный дизайн и качественные материалы, данная модель заслуживает вашего внимания. Если сравнивать с Huawei Watch GT 3, то с одной стороны может показаться, что они особо не отличаются, кроме внешнего вида, и плюс еще продают новую модель значительно дороже, но однозначно мы имеем интересный дизайн, обновленную систему, в которой добавили ряд полезных функций, обновили дизайн интерфейса, анимации. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, от меня девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.